Спасибо за комментарии, кто это делает. Спасибо, ребята. Спасибо за подписки, за лайки. Я очень вам благодарен. И те, кто просто вот смотрит сейчас это видео, пожалуйста, подпишись на канал, поставь лайк и напиши что-нибудь в комментарии. Это, казалось бы, для тебя ерунда, но для меня это очень мотивирует снимать или не снимать видео, чтобы поделиться своим личным опытом, настоящим опытом, не проплаченным опытом с вами, ребята, у кого есть проблемы лысения. И вообще я также не только делюсь своим опытом, но и делюсь, скажем так, с вами информацией, которую вы должны сами обдумать и понять, нужно вам это делать или не нужно, потому что, возможно, вам это нафиг не нужно. И сегодня я вам расскажу про Hair System. Итак, где-то в 2016 году я увидел видео, где, по-моему, в YouTube рекламу про Hair System. Hair System это такая, как ну, мы не будем называть это парик, потому что это не парик. Это такая накладка, которая вырезается именно на часть, где у вас отсутствуют волосы. Они могут быть разной интенсивности, разной длины. Они могут быть прямые, волнистые, какие угодно, тонкие, толстые. Их можно выбирать европейские волосы, индийские там волосы, разные. И оно по факту наклеивается, и с ними можно жить, с ними реально можно жить, с ними можно купаться в бассейн, ходить в сауну. Я это делал на самом деле, это проверенная штука. Я вам, если будет опять-таки интересно, я вам расскажу это все подробнее, даже покажу, как это клеится, какие они есть, покажу свои эти hair-системы. Вот, и впервые я их увидел. Это была какая-то британская компания, которая просила за эти сервисы, по-моему, от 500 евро или даже от 1000 евро. И мне казалось, вау, это круто. То есть приходит парень к парикмахеру, он тут просто все сбривает и наклеивает волосы, стрижет их под те волосы, которые у вас есть, и получается просто охуенно. Вы в один момент выглядите как суперстар, как голливудская звезда. Причем огромный плюс в чем? Вы можете их менять в зависимости от настроения, различные волосы. То есть, вау. И я помню, в тот момент я поговорил со своей подругой, тоже настоящей подругой, потому что она мне сказала в тот момент, что говорит, нахера оно тебе надо, тебе и так хорошо. То есть вот это вот настоящие друзья, которые говорят, не надо тебе это, тебе и так заебись, ты и так красавчик. Вот, ну, мне все-таки хотелось, и она нашла второй довод, говорит, слушай, ты же живешь на острове, очень жарко, ты там, наверное, потеть будешь очень сильно. Я подумал, что, ну, наверное, да, и оно мне, в принципе, не надо, и я забыл об этом. Прошло несколько лет, и, наверное, я этим заинтересовался только из-за того, что пришел карантин, у меня появилась куча свободного времени, я начал смотреть интернет, интересоваться различными технологиями и просто вспомнил об этом и нашел вот эти Hair System, которые, более того, подешевели в разы. Я подумал, почему бы и не попробовать. Еще у меня знакомый на острове тоже, он иранец, и он говорит, блин, так у нас все иранцы такие носят. Я думаю, блин, интересно. И он заказал себе. Я думаю, ну и закажу я себе тоже. То есть они были недорогими, и вот они пришли на остров. Очень большая интенсивность этой Hair System. Они просто тоже бывают разной интенсивности, там 80%, 100%, 150%. Но если вам интересно, напишите комментарии, я реально вам расскажу более подробно, потому что мало ли, интересно вам это или не интересно. Вот, и я попробовал носить, и мне это понравилось, потому что это волосы, которые ты получаешь там за полчаса, за час, то есть ты их наклеиваешь. Если у тебя еще хорошие есть барбер, парикмахер, то ты получаешь просто офигительный стиль волос, которые не отрастают, они всегда выглядят охуенно. То есть, ну, если вы еще помните те времена, товарищи лысые граждане, когда у вас офигенная прическа, она сохраняется пару дней. Через несколько дней она отрастает, и вы думаете, блин, такая же классная прическа. Вы идете даже к тому же парикмахеру, ему порой бывает сложно повторить именно то, что вам понравилось очень сильно. Вот, в этой Hair System вы делаете прическу, ну, поэтому нужен обязательно очень хороший профессионал. Я всегда хожу
ходил к самым топовым парикмахерам, и они делали офигительные прически, которые, то есть тебе поменялось настроение, тебе надоело, ты взял, переклеил, у тебя уже другой стиль. Но это другая тема разговора, об этом, если вам интересно, я вам расскажу в другом видео. Для этого напишите в комментариях. Итак, как я пришел, опять-таки, к пересадке, ко второй пересадке волос. Да, я уже вкратце немножко об этом говорил в другом видео. Турция сняла ограничения по ковиду, и, видимо, все эти клиники просто начали использовать возможности Гугла и Инстаграма, чтобы найти всех лысых людей и разослать им, или лысеющим людям, и разослать им рекламу о пересадке волос. Я был один из них. Сначала я их блокировал, там удалял, а потом я смотрю, ну, какие-то интересные, видимо, рекламы появлялись. Я начал смотреть, анализировать и понимаю, что, нифига себе, пересадка волос сейчас стоит всего лишь 1000 евро. Ну, помните, мое первое видео, я вам рассказывал, что за фут я заплатил, по-моему, около $4000. И это было где-то около 2010 года. Это были огромные деньги. Это было намного больше, чем сейчас $4000. Я вижу последнюю технологию DHI, где, в принципе, это делают без операций, без общей анестезии, и ты лежишь там в седативном состоянии, под седативной анестезией, и тебе трансплантируют волосы. Причем, более того, что самое интересное, есть клиники, которые берут деньги за графты, и таких большинство, а вот эта турецкая клиника, точнее, многие разные турецкие клиники, они берут деньги вне зависимости от графтов, от объема работы. Я подумал, думаю, нифига себе, как круто. И, конечно, мне, опять-таки, моя curiosity сыграла, любопытство, и мне стало интересно. Я буквально где-то недели две посвятил тому, чтобы посмотреть различные клиники, отобрать лучшие, посмотреть их предложения, как они работают, как они отвечают, как они работают с клиентами, какие отзывы, сколько они работают по времени, какие врачи работают у них, какой у них опыт. Ну, сами понимаете, у меня уже был опыт с пересадкой и плохой опыт, поэтому я, что называется, знаю, где копать. Почему я это говорю? Что это очень важно. Во-первых, вам нужно понять, нужно ли вам эта пересадка, и вот только посмотрев мои все видео, вы поймете, что, может быть, она вам нафиг и не нужна. Второй момент, если вам реально нужна информация, я могу с вами поделиться тем, какие клиники хорошие, какие плохие, какие точно нужно избегать, и порекомендовать, возможно, я уже немножко об этом говорил, но есть видео, чуть раньше я записывал, но если вам будет интересно, я опять-таки заново запишу видео, может быть, более подробное про вот эту пересадку, как она проходила. Может быть, тоже какие-то есть дополнительные вопросы, поэтому пишите в комментариях. Ну вот на данный момент, вот смотрите, вчера я отодрал эту всю, была корочка, я ее всю убрал, и вот это где-то 10-й день после операции. Что мне сразу пока не нравится, что вот видите, очень сильно отличается пересаженная часть от непересаженной. Здесь еще более или менее, но вот это я, честно говоря, не знаю, что за пипец. Может быть, они, конечно, готовят всех людей к тому, что они будут отращивать волосы, хотя я врачу говорил, что я буду бриться на лысо. И вот это меня пока смущает. Ну, посмотрим, как говорит эта девушка, которая мой суппорт из клиники, говорит, рано еще судить, нужно подождать время, и желательно подождать полгода. Ну, посмотрим. Если все так же и останется, то я уже знаю, что нужно будет, видимо, ехать второй раз. Я вот эти вот штуки уберу и пересажу их сзади, потому что сзади у меня мало волос, они мне пересадили. Ну и вообще мне вот эти штуки не нравятся. Я уже говорил в одном из видео, то есть это слишком выглядит, как будто я тинейджер. Ну что вот это за хренотень? То есть я хочу вот это удалить, чтобы было вот просто как-то вот так. Или даже сделать залысиной, чтобы это было более естественно. На сегодня, наверное, это пока все. Не скупитесь на лайки, на комментарии, на колокольчик. Я буду видеть, что вам это реально интересно. И продолжать, что называется, в том же духе, записывать правдивую, настоящую информацию о том, как живется лысому человеку или уже не лысому человеку, о пересадке, о hair system
и еще различных всяких способах, как вообще люди решают свои проблемы облысения, вообще стоит ли их решать. Более того, может быть, это даже зайдет